Сейчас нормально, завтра будет жопа. Кризис-то надолго, вас тоже уволят, сократят. Никаких, сука, кредитов, конкретно говорю. Превратишься, сука, на все последние гроши. Умрут все. Буль-буль, буль-буль, буль-буль. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Сегодня не будем говорить про геополитику и геоэкономику. Будем говорить о конкретном человеке и его кошельке. Вот когда ты заглядываешь в свой кошелек, что ты там видишь? На донышке чуть-чуть баблишка, да? Или видишь полная коробочка? Вот так будем говорить, как сделать так, чтобы у тебя был полный кошелек. И сразу скажу, что те, кто считает, что сейчас нет никакого кризиса, да, или все нормально, сразу выключайте выпуск, не тратьте время. Этот выпуск только для тех, кого колбасит, ну или хотя бы подколбашивает. Так вот, сегодня я вам дам рецепты, как преодолевать этот кризис, сохраняя здоровье, настроение, и чтобы вы обязательно выжили и пережили все это и перешли к хорошим временам. Поехали! Прежде чем я буду давать вам рецепты, я хочу сказать, кто утонет первым в этом кризисе. Итак, первое. Кто пытается накопить что-либо, ну, гречку, например, или банковский счет, или еще что-то, да, вот тот, кто копит и думает, что вот это вот стяжательство и накопительство его спасет. Ну, вспомните, что было с банковскими вкладами в Советском Союзе. Что было с гречкой, которую сожрали крысы? Да даже у Пабло Эскобара доллары ели крысы, понимаете, они все съели. Поэтому, если ты реально рассчитываешь, что скапливание вот этих материальных каких-то штуковин там тебя избавит от кризиса, поэтому надо не скапливать всю эту ерунду, надо вкладываться в себя. Понятно? Второе. Тот, кто до сих пор ориентируется на Запад. Ну, вы знаете, визы уже перестают давать, затруднения в поездках уже есть, а дальше ведь будет хуже. Кто-то до сих пор держит доллары, евро, фунты, а я предупреждал, что скоро хождение этих валют будет затруднено. Поэтому тот, кто реально ориентируется на Запад, ну, надо туда уезжать лучше тогда. А тот, кто остается в России, прекращайте это все, ориентируйтесь на рубль, на рублевую экономику, отстраивайте сами свое благоденствие, да. Ну, а если у тебя бизнес, ориентированный на зарубеж, придется его, возможно, перевести с Запада куда-то, ну, например, в Индию, в Китай. У меня тоже был бизнес большой в Европе, ну, сейчас пришлось его переместить в Индию, в Индонезию и в другие страны. Тоже, кстати, знаете, неплохо. Третье. Если ты постоянно дергаешься туда-сюда, изнашиваешь себя, запомни, кризис-то надолго, и ты поизносишься настолько, что даже если когда кризис пройдет, то ты будешь весь больной, да? Зачем тебе тогда выживать, если ты будешь больной? Поэтому рассчитайте свои силы, экономьте, будьте бережны к себе, берегите здоровье, нервы, не бросайте заботу за свое здоровье, за свое настроение, обязательно не забивайте на себя. Четвертое. Кто берет кредиты? Я постоянно об этом говорю. Ну как можно в тяжелые времена еще увеличивать тяжесть, которую ты и так несешь? Ипотечные кредиты, потребительские кредиты. Вы знаете, что сейчас? Вот сейчас появилась информация, что потребительские кредиты опять вышли до кризисный уровень. Ну что это? Ну что это такое? Царствует, ну сколько можно говорить? Превратишься, сука. Понятно же? Потом четвертый пункт запомните, никаких, сука, кредитов. Кредиты только на образование, на повышение твоего уровня доходов, только на это. Все остальные кредиты, будьте осторожны. Пятое. Это неактуальные люди. Неактуальные бизнесмены или неактуальные профессионалы. Например, если твоя профессия уже давно не актуальна, а ты до сих пор там сидишь и все никак не покинешь это насиженное болото. Или у тебя бизнес какой-то простенький, да? Куда могут прийти сотни, тысячи, миллионы людей, и нет твоего бизнеса. Красный океан, конкуренция, все, никакого дохода, да? Че пыжиться? Пункт 5, конкретно говорю. Ты находишься, если в уязвимости, и чувствуешь, самое главное, это, ну покинь ты эту зону уязвимости. Смени бизнес на другой, на более технологичный, на актуальный. Или в профессии находишься, где нет денег. Покинь эту профессию, переобучись. Я же говорю, надо вкладываться в себя. Теперь вы имеете 5 пунктов и, возможно, опознали себя. И если это так,
то немедленно задрайте люки и отправляйтесь в путешествие. Немедленно, потому что кризис будет долгий, надо сохранять кислород, надо сохранять силы, чтобы обязательно выжить. Я пережил много кризисов, и на первых кризисах, честно говоря, я терял очень многое. Здоровье, настроение, у меня был стресс, я очень сильно мучился. Но дальше, кризис за кризисом, я учился. У меня были учителя, которые давали мне поддержку в этот момент и подсказывали, как лучше преодолевать кризис. Итого у меня выработалось 2 подхода. Я вам сейчас о них расскажу. Подход первый. Когда все продавали, я покупал. Я покупал новые предприятия, когда все пытались от них избавиться и уйти в кэш, зафиксироваться и так далее. Ну, понятно, по самому невыгодному курсу. Они меняли свою жизнь, свое время по невыгодному курсу, а я в это время скупал на все последние гроши, которые у меня было, все скупал. Я понимал, что вот эта ставка сработает, что от того, что я тоже, как и они, буду продавать по невыгодному курсу, ну хорошо, я окажусь в этом Красном океане, в этой толпе, и там же меня задавит. Нет. Я покупал. Это первое. Второе. Существующие предприятия у меня в этот момент я развивал. Конечно же, когда бурный рост, развитие, когда нормально, да много чего нету дела, не доходят руки, а здесь в кризис, пока все в панике и так далее, я занимал свой персонал тем, что мы совершенствовали процессы. Да, мы делали те вещи, которые мы не могли сделать в нормальные времена, руки просто не доходили, поэтому мы занимались улучшениями, модернизациями, такими микровещами, которые требуют не столько денег, а больше человеческих усилий. Таким образом мы мобилизовали людей, отвлекали их от того, чтобы они судачили, мучились и так далее, страдали, мы занимались их тем, чтобы улучшать свои производства, предприятия и так далее. Это второй подход. Да, эти 2 совета в основном касаются предпринимателей, бизнесменов, но каждый человек может это применить для своей жизни. У каждого же есть квартира, может быть дача, может быть какое-то хозяйство и так далее. Каждый человек — это предприниматель в своей жизни. Поэтому эти советы годятся для каждого человека. Делай как Рыбаков. А что же делать наемным сотрудникам? Кто в найме, кто профессионал, врач, инженер и так далее. Таких людей большинство на самом деле. Что же им делать? Первое. Повышать профессиональную компетенцию каждый день. В кризис особо важным является следующее. Насколько ты можешь замахнуться. Например, ты делаешь вот это, а еще дополнительно к этому вот это, вот это, вот это. То есть ты становишься более широким профессионалом, и тогда твой наниматель, твой работодатель ценит тебя, любит, повышает тебе зарплату даже в кризис. Других увольняет при этом. Вдумайтесь, рынок в кризисе, понимаете? Сотни тысяч людей на рынке освободились. Давление на рабочие места огромное, поэтому если вы будете сидеть и не расширять свою компетенцию, ну вам не будет места, вас тоже уволят, сократят и так далее. Поэтому расширяйте свои компетенции. Это первая рекомендация для профессионалов. Второе, если ты в найме, если ты специалист, не трать свое время на всякую фигню и деньги тоже не трать. Да, а то многие деньги потратят на всякую фигню, сложат и потом начинают охранять, там, ворошить это все сложенные вот эти вещи, да, вторую квартиру покупать, чтобы сложить вещи, накупленные из-за этого за 15 лет, потому что складывать некуда. Хватит тратить время и деньги на всякую фигню, еще раз говорю. И третье, что делать, если ты в найме? Береги свое здоровье, береги свои нервы. Вот не надо себя гнобить, постоянно загонять в какую-то ситуацию. Иди побегай, сделай пробежку, погуляй, быстрым шагом походи, обязательно каждый день 50 берпи, запомни, 50 берпи, и обязательно полчаса минимум, лучше час быстрой ходьбы. Да, вот так. Все, ребята, настроение будет хорошее, голова прочистится и так далее. Запомни. Вот эти вот 3 момента для тех, кто в найме, кто профессионал, помогут сохранить здоровье, хорошее настроение и экономить кислород. Напомню, кризис будет длинный и надо рассчитывать силы. А что делать предпринимателям, да? Вот что. Вот когда кризис, огромное количество ниш образуется, да? Находите новую нишу, новую бизнес-нишу, которая несет деньги, несет ваши возможности, да? И взламывайте ее, проникайте в нее и стройте новый бизнес или расширяйте существующий.
А как найти новую нишу, спросите вы? А как? А вот Exist Академия подумала и предлагает для вас тест. Вот если старая ниша у тебя закрылась, и ты сейчас в поисках и в метаниях, и, может быть, даже в стрессе, да, берешь, проходишь по ссылке, проходишь коротенький тестик и определяешь, какая ниша тебе подходит. И все, go! Проходи сейчас прям по ссылке и определи свою новую нишу для предпринимательства. Ну а те, кто не нуждается в поиске новой ниши, вы сильно ошибаетесь. Я, например, всегда старался добавить еще одну нишу и еще одну, чтобы быть более устойчивым. Ну, кто-то мне скажет: да ладно, все, я вот в одной нише буду. Хорошо, хорошо. Ну, пускай это тоже нормальный путь. Тогда следует заняться повышением эффективности и продуктивности в этой нише. Да? Нормально. Вместе со своими сотрудниками, да, сделайте те домашние задания, которые вы, когда были времена поспокойнее, да, ну, все время вас руки до этого не доходили. Займитесь повышением эффективности. Ну, возможно, вы уже догадались, почему следует повышать эффективность существующей ниши и добирать другие ниши. Конкуренция будет расти, кризис будет долгий, будет расти конкуренция за покупателя, будет расти конкуренция в связи с появлением новых рыночных игроков, конкуренция будет расти, и очень многие умрут. Те, кто не обладают устойчивостью, умрут. Те, кто не занимается эффективностью, умрут. Те, кто не расширяет бизнес-ниши, умрут. Умрут все, кто сейчас сидит и такой самодовольный: у меня все нормально. Сейчас нормально, завтра будет жопа. И я уже говорил про беречь нервы и здоровье профессионалам или для тех, кто в найме. Для предпринимателей это особо важно. Беречь нервы, здоровье, да, беречь свое вот это внутреннее такое состояние. Ведь понятно, если бизнесмен и предприниматель в стрессе, в подавленном состоянии, то что будет с профессионалами? Ну, вы сами знаете, да, когда начальник бесится, ну, вот. Поэтому, дорогие мои предприниматели и бизнесмены, начинающие, да, продолжающие и очень крупные, берегите свои нервы, здоровье. Я вам очень желаю быть в хорошем состоянии, чтобы вы могли создать хорошее поле причин, чтобы деньги были, чтобы процветание было, чтобы люди, которые работают на вас, были очень хорошо работоспособны. У них было хорошее настроение, у вас было много денег. Понятно, да? Сколько же продлится этот кризис? Я вот весь выпуск говорю: долго-долго, надо рассчитывать свои силы. А сколько это долго? Насколько рассчитывать кислород, чтобы не буль-буль задохнуться под водой вот это? И я вам отвечу: от 3 до 5 лет будет идти жесткая фаза этого кризиса. Экономика России будет трансформироваться, перестраиваться и так далее. В это время будут прилетать новые какие-то обстоятельства. Итак, рассчитайте минимум на 3 года, а лучше сразу на 5. И если вы спросите меня: Игорь, а ты на сколько рассчитываешь свои силы? Я вам скажу: на 7. На 7, Карл, потому что я постоянно добавляю, я постоянно действую с упреждением. Именно поэтому я остаюсь в игре дольше, чем другие. И когда другие уже больше не могут, я все еще в игре, поэтому я выиграл. Насколько ты будешь рассчитывать свои силы? Напиши мне в комментарии. И давайте вместе размножать хорошее. Пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.